Ох, RTX 53U, это Wi-Fi 6. Практически самый бюджетный роутер Wi-Fi 6, ну или почти самый бюджетный Wi-Fi 6 в линейке Asus. Ну, достаточно интересный роутер, и мы его сегодня уже потестировали, я сейчас отключил с тестов и решил для вас записать эту превьюшку и, конечно же, уже потом сделать выводы, для того, чтобы мы с вами определились, насколько бюджетное бывает хорошим. Так что на канале Технозон вот этот вот RTX 53U от Asus. На канале Технозон. Вот так вот будет правильнее, поэтому поехали. Слушайте, смотрите, я на сайте Asus, мне стало интересно, как они заявляются, потому что я его уже потестил, я знаю, как он работает. Так вот, это двухдиапазонный маршрутизатор Wi-Fi 6 с поддержкой OFDMA, MU-MIMO. Да ладно, слушайте, совместимость с новейшими стандартами Wi-Fi 6, 802.11ax, поддерживает квадратную модуляцию 1024 QAM. Ну, в принципе, я теперь понял, почему он так быстро работает. Но не буду проговариваться, потому что очень неплохо работает. Короче, высокая скорость, поддерживает квадратную модуляцию, обеспечивает скорость передачи данных в сети Wi-Fi на уровне 1800 мегабит. Это суммарная теоретическая. Не путайте, у него гигабитные порты WAN и LAN, поэтому вы должны это понимать. 547 мегабит в диапазоне 2.4 суммарная всех устройств и 1201 мегабит в диапазоне 5 ГГц. Слушайте, они так его красивенько показывают. Сейчас сумеет рисовать сайты, защита домашней сети, интерфейсы. Файл шейринг, интерфейс Asus VRT. Слушайте, а что в технических характеристиках? Я подозреваю, что здесь вот я по тестам, когда пытался задрать максимальное количество потоков, я могу сказать, что здесь не больше 256, смотрите, 128 флеш и 256 RAM. Хорошо, давайте еще посмотрим, что они пишут. Максимально поддерживаемый стандарт 802.11ax, поддерживает также ABGN-AC. Максимальную пропускную мы уже посмотрели. Антенн 4, формула, схема MIMO 2×2, процессор двойной код, двухъядерный что ли. 128 мегабайт флеш, памяти 256, есть OFDMA. Все остальное гигабитные ланы, а больше ничего такого не написано. Ну, здесь нет поддержки меша, это чтобы вы понимали. И что? Геймбуста нет, поддержка Alexa есть. Есть Air Protection. От себя добавлю, что здесь есть поддержка IPTV, поддержка двойного WAN. Это два провайдера можно подключить для распределения нагрузки, либо для отказоустойчивости. Также здесь поддержка PPPoE, PPTP, L2TP для различных вариантов подключения, автоматика, статика и плюс поддержка роутеров 3G, 4G. Ну и, конечно же, поддержка жестких дисков через USB 2.0. Мы его сейчас распакуем. И потом уже будем проводить полные тесты и через IPRF, и на дальность. Но я вам скажу, что ссылки на данный роутер я разместил в описании под видео. Мне он понравился. Мне он понравился, знаете чем? Wi-Fi 6 плюс его цена и плюс его скоростные характеристики. В данном случае, я вам скажу, я был немножечко приятно удивлен, потому что я как бы не рассчитывал, что за бюджет я что-то получу отдельное. К нему тоже есть вопросы. Конечно же, USB 2 могли поставить USB 3. Могли немножечко добавить хотя бы игрового функционала, потому что мне, как обладателю, допустим, игровых девайсов, Xbox, плойки, не хватает этого для приоритизации конкретно моих устройств в сети. Я уже привык к RTX 82U, да, у меня RTX 82U, и там игровые возможности просто сумасшедшие. Ну что ж, подписываемся, нажимаем колокольчик, распаковываем, тестируем резюме. А это вот, по-моему, один из самых бюджетных вариантов от Asus с Wi-Fi 6. Это RTX 53U, 802.11ax роутер. Это уже не новинка, но он заслуживает внимания, поэтому мы его, в принципе, и обозреваем. Есть у нас патч-корд вот такой вот в комплекте, есть блок питания. Сейчас посмотрим на мощность блока питания. Это 18-ваттный блок питания, 12 вольт, 1,5 ампера. У нас, видите, как упаковано, спрятаны антенки, и сам по себе вот этот вот небольшой роутер с нестандартной упаковкой. Что отличает роутеры от Asus, что даже в мегабюджете есть USB порт, есть у нас WAN, есть у нас 3 LAN порта,
WPS, кнопка Power, разъем питания и Reset. Можно повесить на стеночку. Есть диффузоры охлаждения снизу, сверху тоже есть диффузор охлаждения. Принцип конвекции здесь сохранен. Спереди расширенная информационная панель, где есть у нас индикация подключенного USB, Wi-Fi сеть, разделенная по частотам 2,4 и 5 ГГц. Есть у нас подключение, индикация подключения интернета и индикация подключения питания. Так что достаточно, ну и LAN-порты соответственно. Так что нормальный такой себе роутер. Если в бюджете Wi-Fi 6 пощупать хочется, то будем сейчас его тестировать, дабы понять, стоит ли вам обращать на него внимание. Поэтому переходим. Конечно же, мы начнем работу со спид-теста. Самый простой и доступный тест, который можно. Тестируем на внешний сервер. Давайте, поехали. Через спид-тест показывает, слушайте, неплохо, 800, это Wi-Fi. Это Wi-Fi, я сразу начал с Wi-Fi 5 ГГц. Смотрите, мы подключены к Asus B0 5G. То есть это Wi-Fi у нас на спид-тесте выдает 785 мегабит. Для вот такого вот бюджета. То есть это можете себе представить. Используем мы ноутбук на тестах, ноутбук Acer Predator Helios 300 с адаптером AX210, Intel AX210 Wi-Fi 6 адаптер, 785 на 782. Я сейчас даже вот этот вот результат теста сохраню, чтобы он у нас был. Ну, как бы мы все результаты теста должны сохранять. Теперь тестируем на Magic iPerf, на внешние сервера, на Францию. 785, 817, 806, 788. То есть мы фактически подтверждаем те же самые цифры. Чуть-чуть увеличим количество потоков, посмотрим, сможем ли мы выжать немножечко больше. Возможно, мы больше 900 на Wi-Fi пойдем, 699, 769, 801. Нет, это предельная скорость данного роутера, поэтому мы это четко понимаем. На внешний мир. Тестируем 2,4 ГГц. Давайте, Asus B0. Опять же на тот же Magic iPerf. Так, тестируем Wi-Fi 2,4. Сначала iPerf 218, 135, 191, хорошие показатели, очень для 2.4. Мы сейчас еще будем тестировать Lana G45, а потом на дальность покрытия и внутри сети погоняем немножечко. Также мы повторим этот тест через спид-тест на тех же 2.4 ГГц и подтвердим эту скорость. То есть в 2.4 он отлично работает. Смотрите, 190 на загрузку. Даже немножечко припал 180, но это не отменяет его скорости. При этом вы должны понимать, что этот тест проводится конкретно на конкретном оборудовании, на очень хорошем интернете. Это гигабит в Запорожье, это классный интернет. Это не какой-то другой провайдер, он так и называется, гигабит. Ссылка в описании под видео. Так, этот результат теста я тоже сохраню. Ну, само собой, дойдем до LAN RJ45, это кабель от интернета, но при таких скоростях мы же уже понимаем, что это будет чистый гигабит, больше 900 мегабит в секунду. Так, а он включился у нас? Ой, он еще не включился. Нет, он включился. 922 мегабита на загрузку и 670 на выгрузку. 591 на выгрузку. Давайте пробовать Magic iPerf. 903, 928, 912, 930, 923. Ну, фактически это гигабитный LAN. В данном тесте мы с вами увидели такую себе интересную производительность. Давайте попробуем на нашем смартфоне. На смартфоне мы создадим сейчас с вами обыкновенный сервер и попробуем, как он работает внутри сети. Это значит, что мы с вами сейчас протестируем LAN на Wi-Fi 5. Мы сейчас включаем Wi-Fi 5 ГГц. Мы сейчас включаем конкретно его в сеть этого Asus. Есть. Сервер организовали. Очистили экран. Попробуем... А что нам еще попробовать? Попробуем 2.4 прогнать внутри сети. Так, Asus B0. Есть. Опять организуем сервачок. Так. Теперь поднимаем еще раз серверок. И только у нас здесь адрес IP сменился. 79. Немножко уменьшим количество портов. Давайте попробуем. И мы по сути подтверждаем те же самые цифры внутри сети с LAN на 2.4, 159, 156. То есть там в пике даже было больше, 146 средняя, 146, 140. Вот такие результаты в 2.4. Я предлагаю протестировать сейчас данный роутер на
работу в дальности. Аня, нужна будет твоя помощь. Каким образом проводится у нас тест дальности работы роутера? Наша админ студии Аня, она берет смартфон. Здесь пишется экран на смартфоне. Мы включаем бесконечный тест, ну, грубо говоря, бесконечный, там, на определенное количество времени, на один поток. Мы регистрируем здесь, прямо возле роутера, показатели, и она отходит. У нас есть тестовая дальность, где мы тестируем все роутеры, и мы как бы можем в этой дальности сравнить, как он по соотношению к другим роутерам. Она заходит за одну кирпичную дверь, вернее, за одну кирпичную стену с металлической дверью, и заходит в нашу вторую студию. Это еще одна стена и еще одна металлическая дверь, и уже там по отдалению она будет понимать, насколько хорошо или плохо работает роутер. Давай, поехали. Я стартую. На один поток у нас сейчас в 2,4 диапазоне идет 117, 118, 110, 123. Отлично. Отходишь. Да, я сейчас сделаю так, чтобы не гас экран. Да, идешь в ту студию. Для начала, сейчас мы стартанем еще раз. Я сервер прервал случайно. Идешь в ту студию, сначала заходишь за дверь, смотришь, если циферки бегут, то нормально. Если уходишь до второго, нам важно, чтобы они перестали бежать, и ты потом вернулась. Ну, грубо говоря, посмотришь на минимально до второго окна, потом до третьего. То есть мы будем понимать. Сейчас должно упасть сильно при переходе от металлической двери. Дело в том, что у нас там падает все, а потом уже нормализуется сигнал, и он выравнивается. Обычно, когда она разворачивается, закрывает собой роутер, вернее, не роутер, а смартфон. Слушайте, ну сейчас он держится, это она уже отошла метров 10-15 за стеной и уже фактически за второй. Ну, мне интересно, до куда она дойдет. Вообще наши тесты, я вам скажу, у нас есть некоторые роутеры, которые аутсайдеры в 2.4, есть некоторые роутеры, которые инсайдеры, но этот роутер, я вам скажу, работает. То есть у него сейчас падение до 23 мегабит в секунду, 14, 24. Мне интересно, она вообще вернется когда-нибудь, или она будет идти бесконечно? Ну, она меня сейчас даже не слышит, она возвращается уже по ходу. Я смотрю, растет вверх скорость. 70. Ты до какого окна дошла? До последнего, что ли? До 4-го и в стену упорла. Ну, ребят, это 25 метров в другой студии, 2 стены, 2 металлических двери. Это отличный показатель для 2.4. У нас, кстати, там 2.4 многие сдыхали. Да. У нас дека показали такой результат хороший. Да, остальные там 15-20 метров тянут. Давайте попробуем в 5 ГГц, как он выдаст у нас. Переключаемся на Asus B0 5G. Стартуем тоже серверок iPerf. Меняем на один поток. Давай стартуем, посмотрим, что у нас в 5 ГГц. Ну, стандартное значение 400 мегабит в среднем будет. Давай, отходи и посмотрим. Сейчас будет у нас проседание сильное при переходе от двери к коридору. Должно быть, по крайней мере. Вот оно было 226, а потом опять 274, 271, потом 298, потом она вторую дверь прошла и пошло на уменьшение. Слушайте, ну, бюджетно и далеко. Конечно, здесь нет таких там мега функций, как у остальных Asus'ов. Вот он пошел уже проваливаться, 36,6 мегабит. Мне интересно, на какой-то дистанции сейчас она придет, расскажет. Понимаете, в чем фишка? Нет здесь USB 3, это все понятно. Нет здесь игровых функций, это тоже понятно. Но и цена тоже у роутера. Вы можете купить бюджетно и иметь и файл-сервер, как файлопомойку, и DLNA сервер, и FTP сервер в своем смартфоне, ну, вернее, в своем роутере. При этом это действительно бюджетно. Хотите подороже, берите подороже, будет плюшек побольше. Но этот вполне справляется. И это Wi-Fi 6. На самом-то деле я прям удивлен. Ты до куда дошла? Туда же, да, 4-е окно, ребят. Есть проседание на 4-м окне. У нас обычно роутеры не держат. То есть это уже полное падение в ноль. Здесь он выдержал, и было падение до... Да куда ты идешь дальше? Было падение до 29 мегабит. Да, норм вообще. Также мы с вами сейчас протестируем диск наш, который подключен к этому Asus. Это даст нам понимание его максимальную скорость в мегабайт в секунду. Давайте выберем папку. Я уже тестировал, видите результаты, но я должен вам показать. Видите, здесь сеть RTAX53U. Я выберу папку, которая подходит для этих дел. И выберем там, допустим, файлик 512 мегабайт и получим скорость в мегабайтах в секунду. То есть мы потом умножим это дело на 8 и получим максимальную скорость.
Смотрите, мы уже имеем какие-то результаты, уже в принципе тест заканчивается. 40 мегабайт в прямом чтении, это 320 Mbps. Это хватит вам, чтобы, допустим, с этого жесткого диска, несмотря на то, что, или жесткого, или с SSD диска, несмотря на то, что здесь USB 2, смотреть фактически фильмы любого размера в прямом чтении, потому что 320 Mbps это запредельная. Максимальный Mbps, который я видел, это на Blu-ray дисках в районе 150 Mbps, а в среднем у нас сколько фильмов там от 15 до 60, это в среднем фильмы, которые есть, можно достать, скажем так, не будем называть какими-то странными именами. Тест для USB 2 удовлетворительный, ну мы как бы понимаем, что на USB 2 мы не могли ничего другого рассчитывать. В самой админке мы видим сейчас USB 2 подключенный, мы видим подключенные клиенты, открытая система, я не шифровал для быстрого переключения на тестах, возможность подключения гостевой сети, как в 2.4, так в 2.5. Есть у нас A-Protection Strand Micro, который использует мониторинг сети в режиме реального времени для распознавания вредоносного ПО, прежде чем оно появится на вашем компьютере. Есть у нас QoS, мы можем его включить, есть мониторинг трафика. QoS у нас работает просто как общее ограничение исходящего и входящего, так и можно по клиентам ограничивать скорость входящего и исходящего соединения. Но обычно так делают мужчины-танкисты, ограничивают всю семью, оставляют себе максимальное количество трафика. Но для этого лучше брать, конечно же, игровые уже роутеры. Теперь есть у нас USB приложение, ну есть iDisk, который предоставляет общий доступ к накопителю через интернет. Вы устанавливаете права доступа, нажимаем далее, вводим имя. И в данном случае, используя DDNS, мы будем с вами иметь доступ извне. Также в USB приложениях у нас есть файл-сервер. Давайте откроем файл-сервер в отдельном окне. У нас есть iTunes, есть UPnP медиасервер. Это значит, что, допустим, если у вас есть смарт-телевизор, вы включили там, сюда подключили диск со своими видеоматериалами и включили потом медиаплеер в вашем телевизоре, вы сможете это просматривать. Да, это бюджетный роутер, да, это будет не так быстро, как хочется, но то, что это работает, это факт. У нас есть Samba диск, это Samba сервер, ну, через который мы получали доступ для того, чтобы проверить его быстродействие, и, конечно же, FTP. В USB приложениях нами замечен был сервер печати, поддержка 3G, 4G роутеров и, конечно же, Download Master для загрузки различных файлов через технологию P2P. То есть вы должны это тоже понимать, что это здесь есть, хотя на таком роутере я бы это делать не советовал. Сильно маленькая пропускная способность USB 2.0, это будет тормозить общую производительность системы. В беспроводной сети тоже все абсолютно стандартно. У нас здесь максимально 80 МГц, 160 МГц здесь нет, но есть Wi-Fi 6 802.11ax режим. Каналы доступны от 36 до 140 в 5 ГГц, в 2.4. У нас каналы доступны от 1 до 13 и ширина у нас до 40 МГц. Тоже с поддержкой Wi-Fi AX6. Также у нас есть фильтр MAC адресов беспроводной сети, есть профессиональные настройки, а в локальной сети интернет вы можете управлять DHCP сервером, устанавливать маршруты, есть поддержки IPTV, это значит, что мультикаст будет работать в данном роутере. В настройках интернет есть уже более тонкие настройки самого интернета, можете включить или выключить NAT, включить UPnP, подключаться к домашнему DNS-серверу автоматом. Есть двойной WAN, который позволяет нам разделить нагрузку, допустим, подключить два провайдера на различные WAN-порты, WAN-порты или WAN-порты, и просто-напросто раскидать клиентов по разным провайдерам. Это как вариант работает. То есть, смотрите, у нас вторичный WAN есть либо какой-нибудь Ethernet LAN, можем использовать любой из портов, либо через USB сетевую карту вот такого вот формата. То есть здесь USB 2 может использоваться не только, допустим, для организации вашего файла сервера. О, меня выкинуло, потому что я отключился резко. Сейчас я подключу сетевую карту. Вот, я подключил. Так, вернемся в интернет. Для начала в карту сети зайдем, и мы здесь увидим, видите, ASIC Select AX88179. Это я подключил вот такую вот вторичную сетевую карту с LAN-портом, еще и с дополнительным USB-хабом. То есть здесь будет работать и USB, и LAN. Поэтому в интернет в двойном WAN мы сможем, смотрите, мы включаем вторичный Ethernet, так, первичный у нас будет WAN, вторичный USB.
И режим двойного вена мы включаем либо отказоустойчивость, это в случае отказа одной сети он переключится на другую. Для Asus это вообще идеально. И балансировка нагрузки, например, 3 к 1, ну, грубо говоря, он будет раскидывать клиентов по принципу 3 к 1, то есть нагрузка 3 частей против одной части другого провайдера. А также мы это все дело можем распределить вручную, по крайней мере в моем AX82U, в AX82 дома это работает. Давайте применим. Происходит перезагрузка, и я могу вам сказать, что здесь есть и поддержка IPv6, есть поддержка Brandmauer, есть у нас различные сетевые моменты более тонкой настройки и, конечно же, администрирование. Роутер неплох, поэтому я вообще уже предлагаю пройти, прорезюмировать, то есть основные функции показали, потестировали сетевые возможности, скорости, дальности, и я готов резюмировать данный роутер. Так что переходим. Классный роутер за его деньги, хотя я брал бы дороже. Вот я говорю, мое мнение, я брал бы дороже. Из того, что я использую, это 82-й Asus. Из того, что здесь есть, я могу сказать, если вам нужен просто роутер, который вы включили и закрыли, и забыли, а если еще вам 2 вена надо для распределения провайдеров, то это вообще идеальная штука. Я вам серьезно говорю, за его деньги. Но вы должны учитывать, что у него немножечко ограниченный функционал по сравнению со старшим семейством Asus. И вы можете посмотреть наши обзоры на Asus, там в старшем семействе все намного интереснее. А вот его преимущество в бюджетных моделях наличия хотя бы USB 2 порта это просто неоспоримое преимущество, потому что если сравнивать, например, у нас были роутеры Asus без портов USB, то тут уже, я вам скажу, нужно смотреть, что из них лучше. Поэтому мы рекомендуем. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.